Книги. Я обожаю читать книги. У меня есть книги вот здесь, вот тут, чуток вот здесь снизу, еще немножко вот здесь, небольшая полочка вот здесь и еще одна сразу под ней. Это только те книги, которые есть прямо здесь и сейчас. А еще куча осталась у мамы, ну и много электронных книг. Читать я люблю, читаю практически каждый день. Но это я не пытаюсь похвастаться, хотя чё греха таить, чуть-чуть можно. В целом я пытался подвести вас к самой загадочной и таинственной книге Джеба. Дело в том, что в 2020 году на Minecraft Live Йенс Бергенстен впервые за все время не появился в секции, где рассказывали про новые обновления. Это было немного странно, учитывая, что он на то время был директором Майнкрафта. Как позже выяснилось, для него была отведена отдельная секция, где он объяснил все сам. Он просто не хотел рассказывать про то, над чем он не трудился. Точнее, он давал некоторые советы, но прямого участия над разработкой нового обновления он не принимал. Ведь Агнес Ларсон теперь занимала должность директора Майнкрафта, и это она отвечала за все последующие обновления. Джеба не уволили, не стоит переживать. Он стал главным креативным директором. Это высшая должность в творческой команде компании. Он отвечает практически за весь Майнкрафт в целом. Посмотрите лучше вот этот небольшой отрывок. Но чтобы помочь всем, в Стокгольме и Редмонде я написал книгу «Игровой дизайн Майнкрафта». Ты сейчас пытаешься продать ее всем, кто смотрит это шоу? Нет, эта книга только для работников Mojang Studios. В ней содержится много секретов. Но это поможет всей команде понять все мои идеи и мысли по поводу Майнкрафта. Для ванильной версии игры там даже есть руководящие принципы, которые помогут продолжать активно вести разработку еще много лет. Затем Джеб рассказывает про некоторые вещи из этой книги, которые в тот момент казались очень востребованными, с учетом того, что простым смертным книгу не почитать. Казалось бы, на этом можно заканчивать видео и сказать всем спасибо за просмотр, но не все так просто. Все вы прекрасно знаете, что компания Mojang была основана Маркусом Пирсоном в Стокгольме. По сей день этот офис является самым главным. Там трудятся над Java изданием игры, а также придумывают новые идеи для целого обновления. В Швеции гордятся тем, что Маркус и Йенс смогли создать настолько популярную игру. Настолько сильно, что каким-то чудом Национальная библиотека Швеции, ее еще называют Королевской, смогла убедить Йенса или Mojang в целом пожертвовать эту книгу в их библиотеку. К слову, она есть и в некоторых других библиотеках Швеции, в городе Умео, а также Лунд. Если вдруг вы проживаете где-то поблизости или непосредственно там, то вы спокойно можете зарезервировать эту книгу и почитать ее прямо там на месте. Она написана на английском языке, все нужные ссылки я оставил в описании. До сих пор я ни разу не был в Швеции, поэтому хотелось бы сказать, что я прочитал эту книгу самолично, но я прочитал эту книгу. Даже больше скажу, вы тоже можете почитать ее. Дело в том, что 24 июня кто-то залил отсканированную версию этой книги в интернет-архив. Каждый желающий может ее скачать и почитать. Но если у вас есть проблемы с английским, волноваться не стоит. Я полностью перевел и оформил книгу в электронном варианте. Каждый из вас может зайти в телеграм-канал по ссылке в описании и скачать ее на русском или украинском языке. Советую также подписаться на телеграм, там много интересного. Мне пришлось проделать действительно много работы. Помимо перевода нужно было найти все картинки, которые были использованы в книге, а также красиво все сверстать в один документ. За это точно нужно поставить лайк. Теперь давайте же мы наконец-то посмотрим на книгу и попытаемся узнать все ее секреты. Больше всего мне понравилось, что в самом начале книги Джеб упоминает Нотча, то есть он не пытается скрыть информацию о том, кто оригинальный создатель игры, хотя, насколько мне известно, отношения между Нотчем и Джебом, мягко говоря, после продажи игры стали никакими. Они и до этого были не совсем хорошими, но про это мы поговорим как-нибудь в другой раз. Книга поделена на 4 раздела: вступление, что такое Майнкрафт, руководящие принципы и рассказы. Вступление — раздел, в котором как раз рассказывается, чем был вдохновлен Нотч при создании игры, и чуть подробнее, какие принципы были взяты из этих игр. В целом это механики игр Dwarf Fortress, Dungeon Master, Roller Coaster Tycoon в стилистике игры Infiniminer. В разделе «Что такое Майнкрафт» Йенс попытался рассказать, о чем эта игра, в чем заключается ее суть и какие же ее главные аспекты. Если говорить вкратце, то Майнкрафт — это полная свобода действий в мире приключений, где каждый может найти занятия по своему предпочтению или вкусу. Исследовать мир игры очень интересно. Йенс говорит о том, что находить вещи — это весело, а искать их нет. Это чертовски верно подмечено. Когда мы впервые исследуем новые обновления, нам хочется найти новые вещи, узнать, что же изменилось. Некоторые игроки из-за этого не смотрят обзоры снапшотов, вместо этого предпочитают сами находить нововведения. Для них вот это исследование и является долей приключения. Майнкрафт поэтому настолько гибкий,
что практически каждый игрок находит для себя занятие. Даже самая обычная постройка домика может привести к тому, что вы построите полноценный компьютер, который работает на Редстоуне. Даже самое скучное занятие в виде добычи блоков для постройки кажется занудством, но вспомните, как непривычно заканчивать постройку и осознавать, что вам был интересен путь, а не результат. Замок, который вы построили, не принес бы таких ощущений, если бы его построили по нажатию одной кнопки. Майнкрафт безграничен, каждый может усовершенствовать свою постройку, сделать ее еще больше или модернизировать. Вся эта медитативность идет только на пользу, ведь по окончанию вы создаете нечто потрясающее. Игра может быть страшной, как вот в случае с Варденом. Это действительно хоррор, или довольно глупый и смешной, как, например, панда, которая чихает, а от ее чиха подпрыгивают все остальные панды. Так что Майнкрафт точно поможет вам справиться со скукой. Как по мне, самая важная часть — это руководящие принципы. Да, именно те принципы, к которым должны прислушиваться новые и старые разработчики. И их не так много, всего 21 правило. И как мне показалось, это больше рекомендаций, чем правила, которых нарушать нельзя. Конечно же, про все правила я говорить не хочу, это будет слишком долго. Лучше сами почитайте. Я выберу лишь самые, как по мне, важные. Про один блок за раз я рассказывать не хочу. Эту страницу я переводил уже очень давно. Суть была такова: игроки должны взаимодействовать только с одним блоком за один раз. Не должно быть никаких функций копирования вставки. С этим я не совсем согласен. Если мы говорим про выживание, это верное решение. Но если говорим про мапмейкеров, для них это вещь незаменимая. Мне всегда было интересно узнать, почему разработчики не сделали главными героями стори-мода Алекс и Стива. Это ведь главные герои ванильной игры. Но, как оказалось, они талисманы Майнкрафта. Они не должны играть активную роль в побочных играх. Поэтому в Dungeons вы можете выбрать опционально этих героев. Про RPG составляющую Майнкрафта сложно что-то говорить. Ее попросту нет. Это не традиционная ролевая игра. Персонаж не развивает свои навыки с течением времени. Самое важное развитие в игре — это предметы и знания игрока. Поэтому Майнкрафт не должен быть RPG-игрой. Следующее правило вы точно видели, так как я его приводил еще раньше. Но не упомянуть его было бы преступлением. Все плохие вещи в основном происходят по вине игроков. Игра не должна создавать ситуации, которых невозможно избежать. А когда они возникают, то они должны оказывать незначительное влияние. Игровая механика не должна разрушать часы работы игрока. Сами игроки должны быть инициаторами этой проблемы, и у них же должна быть возможность ее предотвратить. Самым лучшим примером являются железные големы, которые не реагируют на криперов. Предметы должны быть многофункциональными. Это тоже важное правило. Наш с вами инвентарь ограничен. Нам его постоянно не хватает. Каждый раз, когда мы собираемся в путешествие, мы берем с собой все важные вещи. Мы продумываем наши шаги наперед. Поэтому предметы должны иметь разные применения, но должен соблюдаться баланс. Например, тотем бессмертия. У него только одно применение, но оно достаточно сильно влияет на игровой процесс. То же самое можно сказать про шалкеры. Это переносной рюкзак, но складывать их друг в друга нельзя. Это будет слишком читерно. Знаете, почему у нас нет в игре мода Molinare? Это тот мод, который добавляет возможность расширения деревни путем взаимодействия с жителями. Там даже можно стать предводителем деревни. Один из моих самых любимых модов. Так вот, игроки должны сами строить мир. Это еще одно правило Джеба. Если деревне понадобится защитная стена, то сам игрок должен ее построить. Как бы горько это не было, но Джеб против меню отладки. Это то меню, которое вызывается на клавишу F3. Я с этим полностью согласен. Именно поэтому на втором сезоне Майншилда мы отказались от координат. В этом заключалась вся проблема. Мы должны опираться на объект игрового мира, использовать карты и возможности, которые дает нам сама игра. Если таковых нет, то их должны придумать и добавить в игру. Никогда не задумывались о том, что все животные из реальной жизни в Майнкрафте дружелюбные. Нет ни единого моба животного, который враждебно настроен к игроку. Все это тоже часть правил. Конечно, есть мобы по типу волков, белых медведей и лам, но они ведь нейтральные. В реальной жизни это их поведение, и первыми они не будут нападать на вас, пока вы сами не ударите. Все это сделано для того, чтобы игроки могли встретить их на мирной сложности. Если говорить про враждебных мобов, то они должны быть уникальными, ведь разработчики вольны создавать новую мифологию, а не ограничивать себя традиционными мифологическими созданиями, такими как минотавры и единороги. Нужно создавать нечто уникальное. Это правило не относится к нежити, это самые эталонные враги, с которыми можно сравнивать других мобов. Но очень хотел их добавить в игру. Все вы также знаете про то, что в Майнкрафте нет крови. Хоть Майнкрафт — это игра для всех, Джеб настаивает на том, чтобы в ней не было жести, а присутствовало только фэнтезийное насилие. По этой причине в Майнкрафте никогда не будет огнестрельного оружия. Из этого правила кроликам-убийцам и зомби-свиночеловекам даже изменили текстуры, чтобы убрать элементы крови. В своем ролике про Херобрина я рассказывал про то, что вся эта история была полезной для обеих сторон. Игроки получали интересную пищу для размышлений, а разработчики — популярность игры. Это все подтвердилось. Не раскрывать тайны и не давать ответы на непонятные и странные
странные вещи в игре — это часть правил. Честно скажу, что в этом нет ничего плохого. Если бы разработчики давали прямые ответы на вопросы по типу «Кто построил крепость?» или «Почему по ночам появляются монстры?», было бы не так интересно, ведь не появилось бы сотни разных гипотез и теорий на эту тему. Про это, мне кажется, знает уже каждый, но в игре нет гендеров. Все жители — это гендерно-нейтральные мобы-пацифисты. Это правило касается как мирных, так и враждебных мобов. Есть несостыковки, ибо коровы вроде как дают молоко, а они женского пола. Тогда как они могут производить потомство? Скорее всего, это еще одна тайна, на которую они нам ответа не дадут. Вот насчет следующего я не совсем согласен. Есть правило под названием «Смерть реальна». Оно подразумевает то, что все новые вещи должны разрабатываться с учетом хардкорной сложности. К примеру, разработчики планировали добавить достижение за впечатляющую смерть. Согласитесь, очень крутая идея. Но поскольку выполнить ее в хардкоре невозможно, от этой идеи отказались. То есть от идеи отказались, а добавить такую сложность в Bedrock Minecraft так до сих пор никто не решился. Вот это, как по мне, очень странная вещь. Мы всегда пользуемся багами Майнкрафта. Этого у нас не отнять. Зачастую некоторые баги остаются в игре намеренно, но это только те, которые не были реализованы как намеренная функция. По такому принципу появились энергорельсы в игре, ведь раньше вместо них был баг на бустерные рельсы. Поэтому если баг действительно важен для игроков, его добавят в качестве нового функционала. В целом это все, как по мне, важные правила для создания и разработки. Их там есть еще несколько штук, я пропустил некоторые. Лучше вам самим более детально их исследовать. Последний раздел — это рассказы. В оригинале там было написано анекдоты, и я действительно, когда впервые увидел, подумал: о, сейчас я буду смеяться от души с шуток Джеба. Оказалось, это просто необычные ситуации, которые были написаны в виде небольших рассказов и историй. На самом же деле это только к лучшему. В этом разделе всего 6 историй, но больше всего мне запомнилось только 2. Первая про трагическую судьбу цветка розы. Как оказалось, изначально она должна была остаться обычным цветком, но один из игроков подметил, что это цветущие кустарники, а не цветы, поэтому пришлось розы переделать на мак. Следующая история была мне и так знакома, ее разработчики уже где-то рассказывали. Она про то, как придумали название для зловредов. Если вкратце, то изначально они должны были называться злонамеренными жителями. Было еще несколько вариантов, но в итоге они остановились на самом коротком — зловреды. Есть также история про маяк, тот, который спускает луч света и дает разные эффекты. Его тоже придумал Джеб. После того, как зашел на какой-то публичный сервер в режиме выживания, он увидел, что на сервере уже много чего построено, и люди просто развлекаются. Поэтому он захотел добавить в игру немного гринда, чтобы людям пришлось добывать много ресурсов для постройки пирамиды. Но он сам признался в том, что игроки перехитрили его затею, ведь начали добывать железо не в шахтах, а фармить его при помощи ферм железа. Есть еще очень лорные страницы про Эндермена, где рассказывается его главная и страшная тайна, для чего они были созданы. Но лучше я оставлю это для вас. Прочитайте книгу сами, вы будете шокированы. Напишите потом в комментариях, что вы думаете про это. Мне будет интересно почитать. К слову, я когда-то у себя в Телеграме переводил некоторые страницы из книги, когда они еще не были доступны в интернете. Я перевел страницу про ядовитый картофель. Как мне казалось, там было все написано очень даже в духе понимания геймдизайна. Но на самом деле это первоапрельская шутка с канала Minecraft Ideas Academy. Именно они создали ее. Но я все же решил вставить эту страницу в качестве шутки, поэтому она есть в книге. Если вам понравилось это видео, то можете также посмотреть вот эти видео. Они тоже очень интересны. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите, что вы думаете, и как всегда, еще услышимся.